Всем большой привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео мы с вами свяжем вот такую ажурную и рельефную салфетку крючком. В этой салфетке 33 ряда, и в диаметре она у меня получилась 47 сантиметров. Я ее вязал вот такой пряжей. Это бразильская марка пряжи. В этом моточке 500 метров, и в нем почти 150 граммов. Рекомендованный крючок под эту пряжу 1,75 мм. Я таким крючком и вязал. Состав этой пряжи стопроцентный мерсеризованный хлопок. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей. Главное, чтобы это был стопроцентный хлопок, потому что после блокировки хлопок лучше держит форму. Если вы начинающий мастер, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. Поставьте этому видео лайк, вам не сложно, а для меня это очень важно. Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытягиваем. У нас здесь образуется вот такая петля. И теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить и протянуть ее. Вот так сейчас я придерживаю и аккуратно вытаскиваю пальцы из кольца. Теперь держим кольцо, чтобы у нас ничего не развалилось. И теперь уже протягиваем в эту петлю нашу рабочую нить. И вот так затягиваем. Все, вот наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. 1, 2, 3. Это первый столбик. Накид, и в кольцо выполняем второй столбик с одним накидом. Накид, третий столбик. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Всего нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Вот я провязал в кольцо 16 столбиков вместе с воздушными петлями подъема. Считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть всего 16. Теперь мы за вот этот хвостик вот так берем и затягиваем наши столбики в кольцо. Замыкаем вместе. Чересчур сильно не перетяните. Вот так. Теперь затягиваем петлю. Вот этот хвостик мы вот так берем и кладем сверху нашей рабочей нити, чтобы его замкнуть. И теперь вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Вот так наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вокруг каждого столбика нам нужно выполнить по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг этого же первого столбика, в нашем случае воздушные петли подъема, мы вставляем крючок вот так, не как обычно в вершину столбика, а прям вот так за само тело вот этого столбика. Вот мы за сам столбик вставили крючок, и теперь уже провязываем как обычный столбик с одним накидом. Вот так вытянули петлю и провязываем 2 петли и оставшиеся 2. Таким способом наш столбик получается рельефный лицевой. Теперь выполняем 2 воздушные петли, накид, и вокруг следующего столбика также рельефный лицевой. Вставляем крючок вот так за сам столбик и уже провязываем столбик с накидом. Он у нас получается рельефный лицевой. Опять 2 воздушные, накид, вокруг следующего столбика также рельефный лицевой. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вокруг каждого столбика рельефный лицевой с одним накидом. И между всеми столбиками по 2 воздушные петли. Провязали второй ряд до конца, выполнили все наши столбики. После последнего также выполнили 2 воздушные петли. И теперь соединяемся. Вот он, наш самый первый столбик. В вершину этого столбика выполняем соединительную петлю. Вот так. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И вокруг этого же самого первого столбика нужно провязать попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Выполняем накид. И вокруг этого столбика вставляем вот так крючок и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять накид. Вокруг этого же столбика опять еще один столбик. Всего нужно провязать 4 столбика таким способом. Второй накид, опять вокруг этого же столбика
третий, накид и четвертый столбик вокруг этого же. Вот так провязали 4 столбика. Вытягиваем немножко петлю, вытаскиваем крючок и вставляем крючок в самый первый из этих 4 столбиков. Вставляем крючок в эту петлю, затягиваем и протаскиваем его. Все, вот мы закрыли 4 столбика, вместе у нас получился попкорн. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вокруг следующего столбика также провязываем 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И закрываем их в попкорн. 1, 2, 3 и четвертый столбик. Вытянули петлю и закрываем теперь вместе с первым столбиком. Попкорн. Опять 3 воздушные. И вокруг следующего также. Вокруг каждого выполняем попкорн и между попкорнами по 3 воздушные. Провязали третий ряд до конца, выполнили все попкорны и последнюю арку 3 воздушных петель мы заменяем. Вместо 3 воздушных петель выполняем вот так накид. И в попкорн, точнее за попкорном, у нас здесь была воздушная петля подъема. Мы прям сзади попкорна вставляем крючок и выполняем столбик с одним накидом вместо 3 воздушных петель. Таким образом мы заменили последнюю арку и оказались в центре этой арки, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем к четвертому ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема. И в эту же арку сюда же провязываем столбик без накида. Выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую. И таким образом провязываем ряд до конца. Выполняем просто арки по 4 воздушные. И в каждую арку 3 воздушных петель предыдущего ряда столбик без накида. Провязали четвертый ряд до конца и вместо последних 4 воздушных петель арки выполняем 1 воздушную петлю, накид. И в самый первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь приступаем к пятому ряду. Он у нас будет опять точно такой же. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арку. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязываем арки по 4 воздушные петли и столбик без накида в следующую арку. Провязали пятый ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли и соединяемся с самым первым столбиком без накида просто соединительной петлей. Теперь приступаем к шестому ряду, выполняем соединительную петлю сразу же в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще сюда же, в эту же арку, провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. То есть всего провязали 5 столбиков с накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И в следующую арку провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 1 воздушная. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку выполняем 5 столбиков с накидом. И между этими группами столбиков по 1 воздушной. Провязали шестой ряд до конца, выполнили последние 5 столбиков, 1 воздушная петля. И теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Теперь приступаем к седьмому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика, то есть в нашем случае воздушных петель подъема предыдущего ряда. Выполняем рельефный лицевой. Накид. И вокруг каждого из следующих 4 столбиков также выполняем по 1 рельефному лицевому столбику с одним накидом.
Вот так провязали 5 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля, так же как и в предыдущем ряду, накид, и вокруг каждого из следующих 5 столбиков мы также провязываем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Провязали 5 рельефных столбиков, выполняем 1 воздушная, и вокруг каждого из следующих 5 также провязываем по одному рельефному лицевому и 1 воздушная между такими группами столбиков. Провязали 7 ряд до конца, выполнили последние 5 столбиков рельефных лицевых, 1 воздушную петлю и соединяемся с самым первым столбиком в вершину просто соединительной петлей. Приступаем к 8 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого первого столбика выполняем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Провязываем вокруг этого первого столбика 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вытягиваем немножко петлю, вытаскиваем крючок и в первый из этих 4 столбиков вставляем крючок, цепляем рабочую петлю и закрываем в попкорн. Теперь выполняем 3 подряд рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг каждого из следующих 3 столбиков. Просто по одному рельефному лицевому сразу же после попкорна. Раз, два и третий. Затем сразу же после этого третьего столбика накид, и вокруг следующего крайнего столбика, получается из этих 5, мы также провязываем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Четыре столбика, вытянули петлю, вставляем крючок в первый из этих 4 столбиков, цепляем петлю, закрываем в попкорн. Теперь выполняем 2 воздушные петли и вокруг следующего столбика, первого из следующих 5, провязываем также попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. То есть здесь мы провязываем по попкорну вокруг крайних столбиков, а центральные 3 столбика просто провязываем по одному рельефному лицевому. После попкорна накид и выполняем 1, 2, 3 столбика рельефные лицевые. Затем накид и вокруг крайнего столбика выполняем попкорн. После попкорна 2 воздушные, и у нас опять раппорт повторяется. Вот что у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 8 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли и соединяемся за попкорном в воздушную петлю подъема просто вот так соединительной петлей. Теперь приступаем к 9 ряду. В этом ряду мы все попкорны будем пропускать. Выполняем сейчас соединительную петлю в следующий столбик. 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого же столбика выполняем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом.
провязали 4 столбика, закрыли в попкорн. Теперь накид, и вокруг следующего столбика мы просто провязываем один рельефный лицевой столбик с одним накидом. Затем после этого столбика опять накид, и вокруг следующего столбика мы уже опять провязываем попкорн из 4 рельефных столбиков. Закрываем в попкорн наши 4 столбика. То есть мы будем теперь вязать вот так: попкорн, столбик, попкорн. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И выполняем столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель, которая у нас была между попкорнами в предыдущем ряду. Столбик без накида. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И выполняем попкорн уже вокруг следующего столбика рельефного лицевого. То есть попкорн пропускаем и вокруг следующего столбика провязываем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Первый столбик вставляем крючок, закрываем в попкорн, затем сразу же накид, и вокруг следующего столбика выполняем один рельефный лицевой столбик с одним накидом. И вокруг следующего у нас уже опять идет попкорн, и после попкорна у нас идет 3 петли, столбик без накида в арку, 3 петли. Вот такой у нас получается раппорт. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Выполнили последние 3 воздушные петли и соединяемся также за попкорном в воздушную петлю подъема. И вы можете обратить внимание, может быть, у вас будет точно так же. То есть салфетка немножечко вот так, она как-то кривится. Но тут критичного ничего нет. Если мы просто даже руками придерживаем аккуратно, то у нас все ровно. А мы еще будем блокировать, поэтому не переживайте, вяжем дальше. Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если что-то непонятно или есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Не забывайте подписываться, тут очень интересно, много классных видео и еще много всякого классного у меня в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь и там тоже. А с вами был я, Эд. До скорого.